Если мы не ходим в туалет каждый день, мы считаем, что это запоры. На самом деле не так. Микроклизмы лучше, чем большие? Геморрой, анальные трещины, свищи, чувство распирания, выделение крови. Заливаешь теплой водички, капаешь туда 2 капли масличка в туалет, и все решается мгновенно. В результате получили ожог слизистой. Все эти вещи можно лечить без операции. Инфаркт, инсульт, болезнь Альцгеймера. Друзья мои, только представьте, что эти жизнеугрожающие состояния могут спровоцировать хронические запоры. Казалось бы, безобидная проблема. Проблема, которая годами может мучить человека. Проблема, на которую обычно мы не обращаем внимания. Ну, подумаешь, хронический запор, да, справлюсь как-нибудь или само пройдет. Вот о том, как с этим бороться, какие понятные алгоритмы решений существуют на сегодняшний день, мы поговорим сегодня. Вы смотрите программу «На здоровье». Меня зовут Елена Войцеховская, я медицинский журналист. И сегодня у меня в гостях проктолог, хирург, кандидат медицинских наук Марьяна Абрицова. Доктор, приветствую. Приветствую, Елена. Марьяна Абрицова, врач-проктолог, колопроктолог, хирург, кандидат медицинских наук, автор собственного блога о здоровье. Считает, что стыдных болезней не бывает. Давайте начнем, знаете, с чего? Вот действительно же многие думают, ну что такое хронический запор? Ну не рак же. Не рак. Ну что такого со мной случится? Само пройдет. Давайте мы назовем 3 опасных состояния, к которым может привести хронический запор. Ну, понятие опасности, оно растяжимое, и если мы говорим, что самое страшное, чего мы боимся, конечно, онкология. Запор не приводит к раку кишки. Это факт. Другое дело, что опасным состоянием может быть наш эмоциональный фон. Ведь мы не задумываемся, как наше состояние относительно здоровья и самочувствия сказывается на восприятии нами окружающего мира. Потому что у людей, страдающих запорами, развивается определенное ипохондрическое расстройство по абдоминальному типу. И мы начинаем искаженно через свое состояние, через свое заболевание воспринимать окружающий мир и общаться. То есть насколько это опасно? Вот для меня, допустим, это опасно. Если мы говорим о каких-то органических состояниях, то, безусловно, запоры являются провоцирующим фактором превалирующего большинства доброкачественных заболеваний анального канала и прямой кишки. Геморрой, анальные трещины, свищи, чувство распирания, выделение крови – все это провоцирует запор. Опасно ли это? Вот для меня тоже опасно. Ну да, действительно, мы ведь говорим вам о том, что изменения в вашем здоровье, они имеют отношение к вашему самочувствию. Пожалуйста, прямо сейчас пишите в комментариях, соответственно, беспокоитесь ли вы о своем душевном состоянии, когда у вас есть какие-то изменения в самочувствии. Доктор, ну, наверное, для того, чтобы продолжать этот разговор, мы должны сами определиться и для зрителей наших определить, а что такое запор вообще? Потому что мы понимаем, что каждый из нас индивидуален. Да? Кто-то, например, может ходить в туалет по-большому 1 раз в день, кто-то 2 раза в день. И проктологи говорят, что в целом это норма. Вот есть ли у вас, у врачей-проктологов, определение правильное? Значит, действительно, понятие запор, оно имеет определенные критерии, но для превалирующего большинства людей основным критерием является то, как часто и как регулярно мы ходим в туалет по-большому. Это немножко заблуждение, потому что запор – это не заболевание, запор – это состояние, которое характерно для каких-то других заболеваний, либо жизнедеятельности человека. И в нашем понятии очень часто бывает такой ложный запор. То есть если мы не ходим в туалет каждый день, мы считаем, что это запоры. На самом деле не так. Сейчас в настоящее время акцент мы делаем на консистенцию стула, а не на частоту похода в туалет. То есть мы с вами можем ходить 1 раз в 2-3 дня в туалет, но при этом консистенция стула у нас оформленная, либо полуоформленная, что соответствует, если мы берем бристольскую шкалу стула 3-5 типу, то это не запор. Но если мы ходим каждый день в одно и то же время, как по часам, но при этом у нас плотные каловые массы, по типу овечьего кала, это запор. Поэтому нормы нет вот такой однозначной, вариабельность существует. И мы исходим из того, что нормой считается поход в туалет до 3 раз в день,
При этом самое главное, чтобы каловые массы не были жидкими, до 1 раза в 2-3 дня. И при этом каловые массы не должны быть плотными. Но помимо этого мы еще обращаем внимание на то, как мы ходим в туалет. То есть если чувство полного опорожнения, если длительное натуживание, то есть то, как долго мы сидим на унитазе с вами, нужно ли нам искать какое-то положение тела для того, чтобы совершить акт дефекации, либо помогать себе рукой. И это все относится к такому понятию, как проктогенные запоры. Поэтому мы ориентируемся именно на консистенцию стула, а не чистоту, и то, как мы себя чувствуем во время похода в туалет и после него. Слушайте, интересно, вот это на самом деле новость для меня, друзья. Если вы не смотрели еще наш предыдущий выпуск, мы с проктологом Бадмой Башанкаевым говорили о бристольской шкале Кала. Обязательно посмотрите, ссылочку мы оставим под этим видео. Также вы найдете информацию там о геморрое и о раке. Безусловно, пишите комментарии, если эта тема интересна, мы ее продолжим. Хорошо, доктор, спасибо, удивительная информация. Поехали дальше. Ведь, как правило, вот человек такой, давно не ходил я в туалет. Значит, что там рекомендовали нам? Давайте-ка посмотрим. Я сегодня вместе с вами хочу пройтись вот по этим народным, назовем это так, методам условного лечения запора, да, и понять, какие из них все-таки могут быть безопасные для человека, у которого случается такое состояние, потому что, будем откровенны, не каждый бежит к врачу-проктологу или есть вообще возможность дойти, да, до такого врача. У нас у всех есть наш друг интернет. И вот, значит, давайте поговорим о таком самоназначении слабительных и начнем со стимулирующих средств. Это, допустим, препараты сены, крушицы, да, бисокодила, еще я вот такое нашла в социальных сетях, и якобы рекомендуют касторовое масло. Вот такая стимуляция, насколько может быть безопасна? Если мы говорим о так называемых стимулирующих, да, слабительных препаратов, это, пожалуй, одна из самых опасных групп препаратов. Она вызывает привыкание, обладает дозозависимым эффектом. И особенность действия таких препаратов заключается в том, что усиление перистальтики кишечника происходит за счет воздействия на нервно-мышечные контакты, которые располагаются в стенке прямой кишки. Поэтому самостоятельно использовать данную группу препаратов, и тем более в течение длительного времени, не рекомендуется. Если мы берем так называемые народные, да, растительные препараты, о которых вы уже сказали, это препараты сены и крушины, это тоже небезопасные вещи, несмотря на то, что наше население их очень сильно любит, ведь это народная медицина. Но это, кажется, это же не препарат. Мы зашли в аптеку, мы купили пакетик с чаем, мы не купили таблетку, да. Правильно? Действительно, препараты сены и крушины несут за собой определенные риски, и эти риски называются формирование меланоза толстой кишки. Более корректно говорить псевдомеланоза, но суть в чем заключается, что на фоне приема вот этих безобидных растительных препаратов у нас начинается разрушение и гибель клеток толстой кишки, в которых потом накапливается специальный пигмент коричневого цвета, липофусцин. И вот эти изменения приводят к тому, что увеличивается частота встречаемости неоплазий у таких пациентов, то есть формируются полипы, из которых в дальнейшем наиболее часто формируется аденокарцинома. Это рак толстой кишки. Это не говорится о таких последствиях, но они существуют, и есть исследования на эту тему. Кроме того, сама сена обладает мутагенным и канцерогенным эффектом. То есть чем дольше мы принимаем препараты сена неконтролируемо, тем у нас выше риск развития различных изменений в организме, в том числе и колоректального рака. То есть вот такая безобидная трава может привести, соответственно, к врачу-онкологу. Да, безусловно. Хорошо, мы говорим о длительности. Как долго? То есть вообще нельзя теперь, получается, эту травку заваривать? Или, допустим, раз в год, ладно, дозволительно, раз в месяц тоже можно? Тут нет однозначного ответа, потому что если мы говорим, мы страдаем запорами, и раз в год мы решили использовать данные препараты, да, на основании сены, то возникает вопрос, а почему мы год терпим для того, чтобы
выпить слабительные препараты. Конечно, если у нас есть какое-то острое проявление запоров однократно и нужно использовать какой-то препарат, ничего под рукой нет, то мы можем, конечно, использовать данную группу препаратов слабительных. Однако на постоянной основе не нужно. Если мы исходим от назначения, то, как правило, врачи-гастроэнтерологи подбирают сначала более безобидные препараты, которые можно принимать на длительном периоде времени, да, даже пожизненно, для того, чтобы достичь стабильного эффекта. Но стимулирующие слабительные препараты, как правило, имеют ограничения по приему, может быть неделю, может быть 2, в зависимости от ситуации. И обязательно они имеют определенную схему назначения, которая подбирается врачом. Вот об этом обязательно мы поговорим, о безобидных препаратах, но давайте продолжим о самоназначении, потому что вот люди некоторые считают, что дюфалак, например, или лактулоза, да, это астматические слабительные. Давайте расскажем для начала, в чем их отличие от предыдущих, да, и действительно ли они безопасны. Суть астматических слабительных заключается в том, что они задерживают воду, которая перемешивается с каловыми массами в толстой кишке, и тем самым мы получаем более жидкий, более разрыхленный стул, который нам обеспечивает более легкое опорожнение. И если мы берем группу астматических препаратов, то их можно применять, они назначаются на более длительный срок, но опять же они не являются препаратом первой линии лечения запоров, тем более для самостоятельного использования. И вот как раз астматические слабительные мы можем применять самостоятельно, периодически, по необходимости. Допустим, там ряд препаратов на основе лактулозы мы можем выпить на ночь для того, чтобы утром опорожниться. Но опять же, на постоянной основе необходимо подбирать дозировку, необходимо подбирать схему приема. С утра это будет, в обед, либо на ночь, потому что очень много препаратов астматических быстро и достаточно интенсивно вызывают диарею, а недостаточная дозировка может не дать ожидаемого эффекта. Ну, то есть, если выбирать между сеной и дюфалаком, то скорее нужно выбрать второе. Да, скорее нужно выбрать второе. А может быть, под рукой вот у человека есть старая добрая клизма, как помните вот эту вот грушу запор, так вот же решение всех твоих проблем. Заливаешь теплой водички, капаешь туда 2 капли маслечка в туалет, и все решается мгновенно. Я знаю, что проктологи не любят клизмы, но тем не менее наш народ продолжает их применять. Давайте поговорим сначала об опасности. Если мы рассматриваем клизму с точки зрения однократного применения для очищения прямой кишки перед какими-то манипуляциями либо осмотром проктолога, это вполне нормально. Если мы говорим о постоянном приеме, особенно сейчас большое количество информации в социальных сетях о том, что после дефекации необходимо использовать клизмы для того, чтобы зона заднего прохода была стерильна, добавляют туда марганцовку, перекись, кору дуба, ромашку, ну, в общем, еще что-то, делать этого не нужно, потому что ампула прямой кишки, она как раз природой и создана для того, чтобы накапливать каловые массы и опорожнять. Поэтому эта зона не стерильная. И в складках стенки прямой кишки, конечно, остаются фрагменты каловых масс. Поэтому пользоваться ёршиками, кисточками, щеточками, пальцем для того, чтобы там все вымывать, не нужно. Если мы используем клизмы на постоянной основе, это грозит тем, что со временем подавляется позыв. Потому что в ампуле прямой кишки у нас есть специальные рецепторы, которые реагируют на определенный объем каловых масс, которые в дальнейшем при накоплении вызывают определенный позыв. У нас акт дефекации очень сложный механизм, да, это все, многие представляют, что вот каловые массы у нас поступили в прямую кишку, мы сразу захотели в туалет, побежали, потужились и сходили. Нет. Поэтому вот каждый объем поступающих каловых масс определяет участие в нормальном акте дефекации. Поэтому чем больше мы задерживаем дефекацию, да, позыв, либо чем мы раньше начинаем использовать на этом этапе клизмы, тем менее чувствительными становятся эти рецепторы. И со временем что получается? Нам нужен больший объем каловых масс для того, чтобы привести к начальному этапу даже позывов. А со временем, если мы часто используем клизмы и увлекаемся клизмами, этот позыв вообще проходит. И мы не понимаем,
не чувствуем, хотим мы в туалет или нет. И на первое место у нас выходят так называемые вторичные признаки начала акта дефекации. То есть мы не испытываем позыв, что нам бы пора пойти в туалет, а мы чувствуем, что возникает какая-то тяжесть. Внизу живота, давление на прямую кишку. Вроде бы мы вспоминаем, что-то мы 2 или 3 дня в туалет не ходили, а позыва нет. Это очень опасные звоночки. И восстановить позыв крайне-крайне сложно. И это серьезная и большая работа врача-физиотерапевта, который занимается босс-терапией. Ой, вот это, конечно, обалдеть. Я сейчас просто в шоке, потому что, казалось бы, такая безобидная штуковина, которая есть, наверное, дома у каждого человека, рожденного в СССР, да, вот эта голубенькая, мягкая штучка, которая якобы помогает справиться с проблемой. А нет, хорошо, Марьяна, смотрите, но сейчас же есть такие микроклизмочки, да, которые продаются в аптеке, ее можно с собой взять, допустим, в путешествие, потому что запоры путешественника, мы знаем, что они случаются, и в целом, ну, вроде как говорят, что это нормально. Физиологический процесс, да. Как вы относитесь к такому вот средству? Я понимаю, что на постоянной основе это все такая себе история. Микроклизмы лучше, чем большие? Здесь нет лучше или хуже, есть в зависимости от задач. Если мы говорим просто экстренная ситуация для очищения ампулы прямой кишки, если вдруг у нас запоры случились в путешествии, да, особенно когда мы меняем часовой пояс, то без разницы, чем мы пользуемся. Главное, как нам удобно. Конечно, пойти купить микроклизму и положить ее в сумочку и использовать где-нибудь в отеле, это гораздо проще, чем брать с собой микроклизму, да, нашу грушу, вести и еще при досмотре, не дай бог, объяснять, что это такое. Поэтому тут нет разницы абсолютно. Это вопрос комфорта. И опять же, если мы говорим об эффективности, то и то эффективно. Что мы делаем клизму обычную с помощью обычной спринцовки и обычной воды из-под крана, что мы используем фармакологические микроклизмы. Это вопрос комфортности. И если мы возвращаемся вообще к клизмам, то без разницы, добавляете вы туда масло, добавляете вы туда ромашку, добавляете вы туда марганцовку или уж не дай бог перекись, не имеет вообще никакого значения. Главное — это объем воды, которые позволяют вымывать кишечное содержимое. И в тот период времени, как действует вот клизма, там ни масло, ни ромашка не всосется. Может быть, и слава богу, да, друзья, что ни масло, ни Да, ромашка. кстати, у меня не был не всосется. так давно случай, когда пациентка пришла с предварительным диагнозом язвенный колит. Это воспалительное заболевание кишечника, которое начинается с поражения слизистой прямой кишки. И действительно, у пациентки были язвы на слизистой прямой кишки. И когда мы стали разбираться, то выяснилось, что пациентка прочитала, причем молодая красивая девушка, вроде даже с высшим образованием, вроде бы даже как-то рядом с медицинским образованием высшим, и прочитала в социальных сетях, что нужно дезинфицировать после каждого акта дефекацию прямую кишку клизмами с перекисью. В результате получили ожог слизистой. Конечно, нам удалось это вылечить, но это все сопровождалось болевым синдромом, сопровождалось кровотечением и сопровождалось предварительно некорректным диагнозом, который изначально был поставлен. То есть определение схемы лечения, в общем, серьезно могло повлиять на жизнь, здоровье человека. Казалось бы, такая вот безобидная, да, рекомендация в социальных сетях. Друзья, мы для этого и записываем, и приглашаем сюда лучших врачей страны, для того, чтобы у вас была проверенная научная информация. Мы бьемся за это, потому что понимаем, как важно объяснить вам, что источником информации медицинской должен быть доктор. И не просто доктор, а доктор, который отвечает за свои слова. Доктор, который ориентируется на научные доказательства, научную базу. Пожалуйста, не экспериментируйте со своим здоровьем и доверяйте только профессионалам. Это просто крик моей души. Я вас Марьяна, понимаю. вы меня простите, я уверена, что вы такой Всё же то же популяризатор самое, да. здоровья, как и... Хорошо. Человек, когда думает уже об использовании клизмы, он, наверное, понимает, что вот пора и приперло. Сколько дней подряд человек может не ходить в туалет, да, для того, чтобы принять вот это ответственное решение, выбрать слабительный препарат. Сколько это? Неделя, 10 дней? Вообще, сколько максимум человек может не ходить в туалет? Ну, максимум человек может не ходить в туалет неделями.
если мы говорим о транзиторных запорах, да, которые развиваются на фоне нарушения перистальтики кишки и формированием так называемого капростаза, то есть когда у нас прям каловые массы в кишке стоят, и мы не можем опорожниться. Это определенная категория пациентов с определенными, может быть, даже неврологическими заболеваниями, то есть это не каждый человек, страдающий запорами. Поэтому человек терпеливый. И если мы посмотрим наш клинический опыт, как нам рассказывают пациенты, что они действительно неделями не ходят в туалет, терпят, а потом говорят: ой, блин, надо что-то кружку эсмарха сделать, да, и не разбираются в причинах запора. Это большая проблема. И если мы говорим про запоры, они разные. Несмотря на то, что человек просто не может сходить в туалет, либо ходит в туалет плотными каловыми массами и тяжело тужится, для человека это запор. Для нас, специалистов, да, гастроэнтерологов и проктологов, это разные запоры, потому что запоры бывают транзиторные, связанные с нарушением транзита, то есть продвижения каловых масс по толстой кишке, а есть проктогенные запоры, то есть запоры, связанные с нарушением эвакуации каловых масс из прямой кишки. То есть вот транзиторными запорами занимаются гастроэнтерологи. А проктогенными запорами занимаются проктологи. И в той или другой ситуации человек может действительно неделями не ходить в туалет. И другое дело, беспокоит это человека или не беспокоит. Есть пациенты, которые говорят: а меня ничего не беспокоит. У меня просто живот вот так надувается, тогда я понимаю, что у меня брюки не застегиваются, и думаю, пора бы сделать клизму или выпить слабительный препарат. А есть пациенты, которые сходили в туалет, у них полностью даже опорожнилась прямая кишка, но возникает чувство неполного опорожнения. То есть как будто что-то осталось. И этот человек беспокоит сразу же, ведь после акта дефекации. Интересно, о проктогенных запорах продолжим разговор. Давайте закончим со слабительными. Мы обещали нашим зрителям рассказать о безопасных слабительных, да, которые существуют на сегодняшний день. Наверное, правильно дать какой-то алгоритм. Вот у человека случился запор. Что делать? Раз, два, три. Что правильно? Правильно обратиться к гастроэнтерологу для того, чтобы понять причину запоров, потому что запоры бывают первичные и вторичные. То есть, проще говоря, первичные – это причины, приводящие к нарушению эвакуации либо транзиторным изменениям в кишке, то есть то, к чему мы все привыкли. А бывают вторичные запоры, то есть возникающие на фоне других заболеваний, в том числе и онкологии. Допустим, имеется опухоль в толстой кишке, которая уже циркулярная, перекрывает просвет кишки, и у нас остро возникают запоры. Хотя до этого еще вчера мы, может быть, нормально ходили в туалет. Поэтому принимать при вторичных, допустим, запорах самостоятельно какие-то действия по приему слабительного препарата чревато последствиями очень серьезными, в том числе и угрожающими жизни человеку. Если мы говорим о первичных запорах, человек длительное время страдает хроническими запорами, что-то пытается делать, то пробует лечение, то не пробует лечение. Вот тут мы можем об этом поговорить. Да? И первое, с чего мы начинаем, это с оценки своего рациона питания. Самое простое и самое сложное, что никто не хочет делать. И я, кстати, не так давно в одной из социальных сетей увидела записки гастроэнтеролога, которые говорили о том, с каких пор наша нормальная еда, наши нормальные продукты стали диетой. Вот это действительно так, потому что мы не употребляем грубоволокнистую клетчатку, мы не соблюдаем режим приема жидкости, мы кушаем в большом количестве хлебобулочные изделия, фастфуды, жиры, белки, да, прям в огромном количестве. И все это, конечно, приводит к тому, что у нас нарушается баланс белков, углеводов, жиров и грубоволокнистой клетчатки, а это все идет на формирование каловых масс. То есть все, что у нас заходит сюда, да, в ротовую полость, все выходит по результатам через каловые массы. И ладно бы это были только новогодние праздники, да, когда человек 10 дней как-то неправильно поел, да, и вот тебе здравствуйте, пожалуйста. Многие так питаются всю жизнь, да, годами. Друзья, мы не будем сейчас останавливаться на правильной диете, этой теме мы уже посвятили целый отдельный выпуск. Регина Доктор рассказывала о том, как сбалансировать свой рацион правильно, полезно, быстро, легко и дешево. Поэтому ссылку ищите, пожалуйста, в описании. Хорошо, доктор, оценили питание, поняли, что-то поменять, добавили воду, запор не проходит. Следующий момент. Если это разовая история и нам нужно быстро опорожнить прямую кишку, мы можем использовать микроклизмы, о которых мы уже говорили однократно.
И третий момент, это можно использовать слабительные препараты. Но опять же, если нам тоже нужна быстрая какая-то реакция, мы можем астматически использовать, о которых уже говорили. Допустим, выпить на ночь, утром мы можем сходить в туалет. Да, и днем у нас спокойный день, когда мы можем быть социально активны. Либо мы можем использовать объемообразующие слабительные препараты. Это псилиум. Да, оболочка семян подорожника, сейчас она продается в большом количестве, различные обработки мы подбираем. И вот именно эта группа слабительных препаратов первая для лечения запоров. И мы можем ее использовать самостоятельно, потому что она безопасна, и там содержится только клетчатка. То есть фактически та клетчатка, которая не переваривается, но она нам необходима для формирования каловых масс. Либо мы ежедневно едим большое количество овощей и фруктов, либо мы пьем там 1-2 пакетика в день псилиума. На самом деле, друзья, псилиум, что такое? Это шелуха подорожника, которая продается на любом маркетплейсе. Это стоит каких-то ничтожных денег, на самом деле гораздо меньше, чем слабительные препараты. Использовать этот псилиум можно и в кулинарии, там, добавлять его в какие-нибудь оладушки или тефтельки, например, да, или просто разводить с водой. Разведите его в стакане с водой, посмотрите, что произойдет. Он впитает в себя всю воду, я правильно объясняю? То есть и именно вот этот вот балласт поможет в кишечнике каловым массам продвинуться. Да, действительно. Во-первых, когда мы принимаем псилиум, неважно в каком это виде, в виде порошка, либо в виде пакетиков, в общем, это всего лишь форма, мы должны пить достаточное количество жидкости. То есть, во-первых, мы разводим псилиум в жидкости, и дальше мы запиваем, да, минимум стаканом воды сразу после того, как мы выпили сам псилиум. Это нам дает два момента. Первое, обеспечивает достаточным объемом жидкости наш организм. И второе, вот эта неперевариваемая клетчатка, она перемешивается с каловыми массами, создавая необходимый объем для продвижения по кишке. И мы опорожняемся более легко. И вот пациенты даже рассказывают, говорят, когда я стал принимать псилиум, мои каловые массы стали более воздушными. То есть они такие. Ой, доктор, вам прям, мне кажется, поэмы можно в своем кабинете записывать, очень романтично. Эти препараты безопасны. Они безопасны для любой категории населения, в том числе для пожилых, которые принимают какие-то препараты, необходимые для поддержания их жизнедеятельности. Можно принимать длительное время, пожизненно, и самостоятельно контролировать количество пакетиков. То есть в норме и согласно там инструкции, которую мы можем смело использовать, от 1 до 6 пакетиков в день. Поэтому если у нас норма в среднем 2-3 пакетика в день, и мы едем куда-то и понимаем, что у нас плотный стул, мы можем добавить еще один пакетик, это будет безопасно и эффективно для нашего опорожнения. Шикарно, большое спасибо за такую, на самом деле, понятную рекомендацию, потому что, стыдно нам пока еще ходить к проктологу, хотя когда припрет, то, конечно же, обязательно пойдем и сегодня поговорим об этом. Давайте перейдем к проктогенным запорам. Я так понимаю, что это группа заболеваний, о которых мы должны рассказать, чем они характеризуются, какими дополнительными симптомами, помимо вот того, о чем мы уже сказали, неполное опорожнение кишечника. Здесь небольшой перечень состояний, как правило, это ректоцелия, которая возникает у женщин в послеродовом периоде. То есть происходит ослабление ректовагинальной перегородки, то есть это такая стеночка, состоящая из мышц и связок между прямой кишкой и задней стенкой влагалища. И вот часто женщины говорят, я хожу там в туалет, или когда я чувствую позыв пойти в туалет, у меня ощущение, как будто что-то выпирает через влагалище. Или стенка заднего влагалища становится плотная. Это говорит о том, что у нас повышенная подвижность этой стенки, и сюда же забиваются каловые массы. И вот мышцам не хватает сил для того, чтобы вытолкнуть каловые массы. То есть нет такого толчка необходимого для обеспечения акта дефекации. Это может быть внутренняя инвагинация прямой кишки. То есть когда у нас имеется выпадение определенной части слизистой, подслизистого слоя прямой кишки, но только внутри. То есть бывает выпадение наружное, когда вот как геморрой выпадает, да, тоже пациенты часто, кстати, с геморроем говорят о том, что у меня выпадает кишка. На самом деле это может быть геморрой. Вот то же самое происходит внутри кишки, и это мы не чувствуем, и мы это не видим. Но это тоже может быть проявлением запоров. То есть мы чем больше тужимся, чем больше нам нужно усилий для опорожнений, тем больше прогрессирует внутренняя инвагинация. То есть тем больше верхняя часть прямой кишки начинает смещаться вниз. Это может сопровождаться болевыми ощущениями в нижних отделах живота, связанных с дефекацией, и также ощущением, что мы либо не полностью сходили в туалет, либо у нас акт дефекации дробный.
То есть мы сходили в туалет, вышла часть каловых масс, потом надо поерзать, нагнуться, да, либо отвести рукой там ягодицу, либо засунуть пальчик даже в прямую кишку, такое тоже бывает и нередко. И дальше мы снова опорожняемся. Вот, все эти вещи можно лечить без операции, с помощью правильных физиотерапевтических вещей и с помощью босс-терапии, то есть биологически обратная связь, которая тренирует мышцы как на опорожнение, чтобы хватало сил на выталкивание каловых масс, так и на укрепление, чтобы мышцы не были слабыми, допустим, как после родов у женщин. Слушайте, вот это интересный момент, спасибо, что вы напомнили об этом, потому что у меня был вопрос, я про него совершенно забыла. Вы сказали, женщин после родов, то есть роды, мы знаем, провоцируют все-таки и геморрой, и запоры, и так далее. Что еще может спровоцировать, от чего мы можем себя застраховать, скажем так, да? Какие состояния могут спровоцировать запор, проктогенный, я имею в виду? Ну вот, если мы говорим о состоянии ведущем, да, это беременности и роды, причем, конечно, роды через естественные родовые пути повышают риски развития слабости мышц тазового дна и травматизации мышц промежности, и особенно в послеродовом периоде у нас мало того, что мышцы сами по себе слабые, мы не можем нормально сходить в туалет, а если еще у нас были разрывы, либо эпизиотомия, да, во время родов, разрез, да, промежности, у нас женщинам запрещается сидеть. И это тоже дополнительно вызывает дискомфорт и нарушение опорожнения. Это могут быть стрессовые состояния, да, и психоэмоциональные факторы. И сейчас прям мы, так как занимаемся диснергической дефекацией, которая тоже связана с запорами, то есть нарушением опорожнения. По-русски объясните, пожалуйста, мне. Это нарушение опорожнения прямой кишки, связанное с неправильной работой мышц глубоких таза. То есть человек думает, что у него запоры, на самом деле запоров у него нет, у него неправильно работает пуборектальная петля. Это так называемая функциональная природа проктогенных запоров. И вот именно основным фактором, триггером является стресс. Либо какой-то болевой синдром в анальном канале, допустим, геморрой с длительным выпадением, трещина с болевым синдромом. Все это тоже приводит к развитию вот некорректной работы мышц, которая связана с диснергической дефекацией. Сколько бы ни говорили мы людям о том, что, друзья, вот случилось у вас что-то, но обратитесь вы к специалисту, да, ну проще же будет, вот реально за один раз можно решить проблему. По своим причинам люди не идут, понять их можно. Давайте так, представим какую-то идеальную картину мира, да, и скажем, в каких случаях человек может справиться со своим запором самостоятельно, а когда нужно все-таки взять себя в руки и дойти до специалиста. То есть самостоятельно мы можем справиться с ситуацией, если запор у нас возникает постепенно, и мы видим, что со временем у нас объемы каловых масс становятся плотнее. То есть это, скорее всего, речь идет о первичных запорах, то есть не связаны с какими-то органическими патологиями. Здесь в первую очередь нам нужно пересмотреть рацион питания. Да, то есть увеличить объем грубоволокнистой клетчатки, увеличить объем потребляемой жидкости, потому что именно вода обеспечивает разрыхление химуса. И чем больше воды в химусе, тем более, скажем, мягкие у нас каловые массы. Давайте получаются. скажем так, вода вот такая, прозрачная. Вода не та, которая сладенькая, чай с молочком, сахаром, кофе и так далее. А вот такая вот прозрачная вода. Я обычно делаю вот сюда акцент. вот скидочку, акцент. Хорошо. Дальше есть вопрос, можно ли газированную воду вот такую обычную принимать, но гастроэнтерологи считают, что без разницы. Это все зависит от предпочтений самого человека. Если прием газированной минеральной воды не вызывает вздутия живота, да, и какие-то там дискомфортные явления, ее можно пить. А вот чай, кофе, да, действительно не является той необходимой жидкостью, потому что большая часть всасывается в тонкой кишке и до толстой не доходит. Хотя после кофе многие люди действительно испытывают настоящие позывы, да, и идут в туалет. Но, насколько мне известно, не у каждого человека организм. Да, но так дело реагирует. не в жидкости, как кофе, а именно в кофеине, потому что кофеин действительно может приводить к усилению перистальтики кишечника и вызывать позыв в туалет. Но опять же, не у всех, у некоторых кофе вызывает запоры. То же самое, как и кефиры. Допустим, у одних вызывает диарею, да, либо стимуляцию похода в туалет, у других усугубляет запоры. Кстати, как и никотин. Это все индивидуально. Поэтому нет золотого стандарта, нет золотого решения. Мы все индивидуальны. В этом и состоит профессионализм врача, чтобы подобрать ключик к каждому организму. Опасные звоночки, которые должны заставить каждого нашего зрителя задуматься о походе к проктологу.
Боль в заднем проходе, во время дефекации и вне дефекации, выделение крови из заднего прохода, неважно, это однократно, чуть-чуть на туалетной бумаге, либо это уже интенсивно струйное кровотечение, да, которое заливает весь унитаз. Это зуд в области заднего прохода, это чувство неполного опорожнения и запоры. Ну, смотрите, стыдно же вот прийти к вам. Вы такая красивая, сидите на приеме, а тут я вот прихожу, ну, например, или не я, какой-то другой человек, доходит до вас весь багрово-пунцовый, но первый раз человек пришел к проктологу. Он, во-первых, не знает, как подготовиться, что говорить вообще, как действовать, и самое главное, что вы с ним будете там делать. Можете рассказать вот об этом, потому что все, что происходит в кабинете проктолога, как будто бы остается там навсегда. Но мы хотим знать подробности. Действительно, все, что происходит в кабинете проктолога между врачом и пациентом, остается там навсегда, да, потому что есть такое понятие, как врачебная тайна, и объективно ни один врач ее не нарушает. Кто бы и что бы ни пытался говорить, это действительно так. Поэтому бояться и стесняться врачу рассказывать на приеме, что вас беспокоит и что привело к этим беспокойствам, не нужно. Потому что чем подробнее вы расскажете и правду расскажете, какая бы она якобы стыдная для вас ни была, это поможет врачу правильно сориентироваться в ситуации. Нас, проктологов, удивить мало чем можно. Это вот правда. Мне кажется, вы самые стойкие специалисты вообще в медицине, Да. которые видели уже практически все. И слышали, и видели, да, поэтому переживать не нужно. Мы любого пациента, даже несмотря на то, что пациент полностью раздевается, да, ниже пояса, то есть это же основной стыд, именно то, что я буду голый перед врачом, хотя перед гинекологами мы тоже раздеваемся, и урологами тоже раздеваемся, как-то это привычно, а вот проктология почему-то действительно табуированная тема. Так вот, несмотря на то, что мы полностью раздеваемся, мы все воспринимаем любого человека с точки зрения, что это вопрос, который мы должны решить с его здоровьем. И мы не разглядываем, ой, а что там? Ой, а бахромки есть или нет? Ой, а эпиляция у нас проведена или нет? Нет. У нас даже в голове этих вопросов нет, потому что у нас задача решить совсем другое, решить проблему пациента. А третий момент, который немаловажный, это действительно найти врача, который сможет корректно с вами общаться. Основная проблема коммуникации – это неумение выстраивать отношения между врачом и пациентом. И это обоюдная проблема, как со стороны врача, так и со стороны пациентов. Потому что у нас есть ожидания у всех. Пациент ожидает одно, врач ожидает другое, потому что мы все люди, и никто из нас никому ничего не должен. Вот, это вопрос профессионализма и доверия друг к другу. Поэтому, когда вот эти ожидания у нас не совпадают, начинается конфликт. И превалирующее большинство негативных отзывов, либо плохого впечатления после приема, оно остается не потому, что врач не профессионал. Профессионализм врача пациент определить не может. Более того, я как врач не могу определить профессионализм врача, не проктолога. Максимум проктолога, потому что я в этом специалист. Я не смогу определить профессионализм гинеколога, уролога, я не знаю, абдоминального хирурга, лор-врача. Почему? Потому что я в этом, несмотря на то, что я врач, не специалист. Ну, наверное, профессионализм определяется, когда человек получает решение своего вопроса, да, профессионал это доктор или нет. Хорошо, давайте тогда поговорим вот о чем. Как человеку подготовиться к приему проктолога? Вот, допустим, он собрал всю свою там силу, мужество, все, решился, записался, что делать, как подготовиться? Ну, первое, я за все любые телодвижения в сторону проктолога, поэтому если вы собираете все свое мужество и идете на прием, я это очень ценю, и всегда своим пациентам говорю, я рада, что вы пришли, вы большой молодец, потому что действительно дойти до проктолога – это большой психологический шаг, несмотря на то, что даже задний проход болит. А как готовиться к приему? Первое. Мы должны понимать, что если у нас были какие-то обследования, либо операции, даже не связанные с проктологией, либо обследование желудочно-кишечного тракта, мы эти все заключения, выписки, консультации других врачей, смежных специалистов берем с собой, потому что в нашем организме все взаимосвязано. И если вам кажется, что какая-то операция на щитовидной железе, которая была выполнена у вас 10 лет назад, не имеет отношения к проктологу, к которому вы идете, так вот, вы можете ошибаться. Поэтому эти все документы должны быть с собой. Второе. Мы делаем очистительную клизмочку.
И Вот вот эту здесь, микро? да, мы можем делать микроклизмочку, любую фармакологическую, либо использовать обычную грушу водой комнатной температуры из-под крана объемом 50-70 мл. И желательно постановку клизму делать за 3-4 часа до манипуляции, то есть до встречи с проктологом. Если не получается, то вы делаете, допустим, сходили в туалет, утром сделали клизму и там в течение дня, либо вечером пришли к врачу. Если вы сходили в этот день в туалет, это не значит, что у вас прямая кишка полностью стерильна. Даже если мы ходим в туалет фиалками, клизму ставить все равно нужно, потому что в складках прямой кишки могут сохраняться фрагменты каловых масс. И пока вы дойдете до врача, эти фрагменты каловых масс опускаются вниз на уровне там, нижнеампулярного отдела прямой кишки и мешают хорошему качественному осмотру. Поэтому клизма обязательно, даже если вы ходите в туалет регулярно, даже если, как мы уже сказали, ходите вы фиалками либо розами, даже если у вас нет проблем с запором, вы все равно делаете клизму. Что-то еще? Свои симптомы, вот я знаю, некоторые выписывают, потому что есть такое смятение в кабинете доктора, можно забыть об этом. Да. Что вы скажете по этому поводу? Да, действительно, можно написать то, что вас беспокоит, написать обязательно, когда это началось и с чем вы это связываете. Еще очень важно то, о чем я уже частично сказала, это написать свой анамнез. То есть, вот, допустим, мы нашим пациентам даем анкету заполнять, где они указывают заболевания, аллергическую реакцию, операции, наследственность, потому что время у человека есть посидеть и подумать перед приемом врача, чем на приеме у врача. Поэтому такую задачу можно сделать дома самостоятельно, прописать, какие у вас в принципе были за всю вашу жизнь операции, есть ли у вас аллергические реакции на какие-то препараты, как они проявляются, имеются у вас там запоры, диарея, артериальное давление, какие препараты вы сейчас принимаете, потому что ряд препаратов могут являться провоцирующими факторами многих проктологических заболеваний. Это все очень важно. Безусловно. Хорошо, а что будет непосредственно происходить в кабинете проктолога? Вот человек пришел, вот он разделся ниже пояса. Что дальше произойдет? Дальше идет осмотр промежности и прямой кишки указательным пальцем правой либо левой руки, в зависимости от того, врач правша или левша. Это больно? Это не больно, это больше неприятно и, наверное, опять же, больше, наверное, будет напоминать чувство распирания во время дефекации. Да, то есть, опять же, очень многое зависит от самого человека, как он это все воспринимает. Глобально это не больно. Другое дело, что если есть выраженный болевой синдром, допустим, анальная трещина со спазмом сфинктера, конечно, это дает дополнительные болевые ощущения, но любой грамотный, опытный врач это все понимает и аккуратно сможет провести осмотр. Осмотр проводится в различных позах, и, пожалуй, это наиболее беспокоит пациентов, потому что все мы хотим контролировать ситуацию. Но когда нас смотрит проктолог ниже пояса, мы ничего не контролируем. И осмотр может зависеть от нескольких факторов. Первое – это от оснащения самого кабинета и от того, как привык сам врач смотреть. То есть мы можем смотреть пациента на боку, на левом, ножки приводим к животе, таким образом на зона заднего прохода, она открыта. Можем смотреть в колено-локтевой позе, то есть когда у нас тоже ягодицы разведенные, мы можем осматривать задний проход и промежность. Либо на специальном проктологическом кресле, которое очень напоминает гинекологическое кресло. И вот последний вариант максимально удобен и для самого пациента, и для врача. Это радостно. На самом деле не все так страшно. И, наверное, последний вопрос у меня, знаете, какой остался? Ведь есть люди, которые не идут к врачу, потому что боятся узнать что-то о своем здоровье, что сильно нарушит их планы на будущее, да, их видение вообще в целом этого мира, разрушит какие-то истории, связанные там, да, с чем угодно, с жизнью. Да, вот я хочу спросить у вас, как у практикующего много лет доктора, который принимает постоянно, как часто вот приходят к вам люди на прием, у которых вы действительно находите вот прям что-то очень серьезное? Что для нас очень серьезное? Онкология. Рак, да. Действительно, рак встречается, и он сейчас встречается все чаще в молодом возрасте. Но опять же, какой момент? Если мы берем из общей выборки пациентов, то это небольшой процент. Но нужно понимать, что на сегодняшний день и медицина, и диагностика очень развиты. И чем раньше мы поставим корректный диагноз, в плане онкологии в том числе, тем гораздо больше шансов, что человек полностью вылечится.
То есть, когда нет метастазов, когда нет прорастания опухоли в соседние органы, когда нет распада этой опухоли, тогда шансы на выздоровление после хирургического лечения достаточно высоки. И не только там в 5-летнюю выживаемость, но и в 15-20-летнюю выживаемость. Действительно, мы боимся результата. И это тормозит наш поход к врачу. Но мы не думаем о том, что именно своевременное выявление поможет нам качественно жить, поможет нам общаться с родными и близкими, и нашим родным и близким помогут нам не потерять нас же, да, в коммуникации, и это позволит нам удлинить качество жизни. Как быстро после назначенного лечения человек может почувствовать облегчение симптомов? Мы сегодня говорим о запорах, но давайте туда же и геморрой, и анальные трещины, вот эту вот всю историю. Если человек дошел до проктолога, я хочу просто, чтобы вы рассказали нашим зрителям выгоду, вот эту выгоду, которую они получат. Да? Пришел один раз к проктологу, как скоро лечение начнет работать? Но если мы говорим о запорах, то здесь нет никакой чудо-таблетки, которые ждут все пациенты, о том, что он ничего не будет делать, не менять образ жизни, не менять пищевое поведение, не принимать слабительные препараты, и зачастую это длительный прием, даже может быть на постоянной основе, вот, ждет какую-то чудо-таблетку, которая за него решит проблему. Нет. И лечение запоров базовое где-то 4-6 недель подбора терапии с оценкой эффективности. Если мы не говорим о каких-то сильных стимулирующих слабительных препаратах, которые могут дать эффект, но опять же, мы оцениваем в дальнейшем перспективе побочные эффекты и привыкание. Если мы говорим о заболеваниях анального канала, то в плане болевого синдрома эффект уже может быть виден на 2-3 день. Если мы говорим с точки зрения остановки кровотечения, то это как бы 3-5 день. Если мы говорим о чувстве распирания, жжения и зуда, это может быть уже с первых дней лечения корректного. Поэтому это не длительные периоды на протяжении 5-10 лет. Нет, ни в коем случае. Это зачастую, как правило, 5, 7, 10 дней стабилизации ситуации и нивелирования основных жалоб, то есть таких как боль, зуд, выделение крови, чувство дискомфорта, распирание в заднем проходе. Ну, то есть неделя, максимум там 3, для того, чтобы человек забыл навсегда о своей проблеме. Да, друзья мои, смотрите, что мы сегодня с вами узнали, что на самом деле сегодня врачи-проктологи классифицируют такую проблему, как запор, несколько иначе. И вот об этом представлении, честно говоря, у меня даже не было мысли. Это удивительно и очень интересно. Спасибо, доктор, за это. Еще мы с вами понимаем, что если вы годами мучаетесь с хроническим запором, сегодня есть очень простое решение. Вот вы будете удивлены. Это поход к врачу, который поможет вам нормализовать ваше здоровье, работу вашей, в том числе, нервной системы. Еще я хочу сказать вам о том, что попробуйте сделать это самостоятельно, если вы уверены, что знаний у вас достаточно, нормализуйте свою систему питания. Ну и, конечно, пишите обязательно свои комментарии, что вы думаете вообще по поводу сегодняшнего выпуска, необходимо ли продолжение, хотите ли вы услышать об онкологических состояниях кишечника и что вас беспокоит, потому что тема действительно важная и нужная. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, были сегодня с нами, Марьяна. Спасибо большое, Лена, и спасибо за приглашение. С удовольствием прихожу к вам. Оставайтесь с нами и будьте здоровы, друзья. Увидимся уже в следующий понедельник. Пока.